Да, привет, приветики! Сегодня у нас видео начинается довольно-таки необычно. Из вида с нашего окна. Все почему? Потому что очередной раз мы замечаем, как у нас по подоконнику там периодически скачут птички-синички. Вот, мы с Ярославом решили, что нужно, наверное, что-то сделать для них типа кормушки, чтобы их немножечко подкормить. На скорую руку, короче, все, что нашла, понятно, что это не совсем кормушка, какая должна быть. Вот сейчас будем делать, насыпем попугайчьего корма чуть-чуть. Просто там и немножечко хлебушка. Вот приделаем пока таким образом. Там дальше посмотрим, если птички действительно прилетят и будут кушать, то тогда подумаем, может быть, какую-то более или менее цивильную кормушку для них сделаем. Вот, так что вместе с вами давайте сейчас вот это вот все дело организуем, да, и посмотрим в итоге, что у нас вообще получится. Так, что мы будем делать? Здесь я взяла просто крышечку, прицепила обычный скотч, так как двухсторонний не нашла, и по краям еще приделала скотч, чтобы прикрепить к подоконнику. Я немножко думаю, вот хлебушка, не знаю, правда, едят они, не едят хлеб. Кстати, в комментариях, пожалуйста, поделитесь, если кто-то тоже делает кормушки, да, вообще, как это все вы делаете, из чего вы делаете, вот, расскажите. Так, и посмотрим, попробую. Наверное, чуть-чуть для начала. Главное, чтобы, если дождь какой-то пойдет, придется убирать, просто мыть, потому что крышки нету, да, никакой сверху. Главное, чтобы ветром все это у нас не унесло. Зачем-то будет как-то сходить попугаю корм купить. Так. Вот, пока попробуем таким образом, посмотрим вообще, что у нас получится с этого всего. Ну что, пришло время все это прикреплять. Ну что, открываем наше окно. Так, аккуратненько. Мы с Ярославом, зацепились, тепло оделись. Так, сейчас я уберу наш цветок. Ой-ой-ой, прилипло. Так, ветер такой, как бы вообще это все не унесло добро. Я боюсь, что ветром это может все сдуть. Так вот у нас все это дело получилось. Не знаю, посмотрим, что с этого выйдет. Потом, наверное, правда, будет закаканный подоконник. Ничего страшного, помоем. Вот. Не знаю, может, ветром не снесет. Как-то сыровато. Посмотрим, что будет дальше. Будем держать вас в курсе. Что ж, у нас наступил новый день. Утро. Давайте посмотрим. Ничего, пока никто не прилетал. Вот как было, так оно и осталось. Слава богу, дождя не было, ветра не было. Ничего, ждем, посмотрим. Приветики, наступил следующий день. Второй, наверное, да, я подпишу какой. По поводу нашей кормушки. Все на месте. Птичек не прилетало. По крайней мере, я не видела. Вот. Ждем. Надеюсь, что все-таки кто-нибудь, да, и прилетит покушать. Утро. У нас очередной день, очередное утро по поводу кормушки. До сих пор все по-прежнему. Никто ничего не прилетал, не кушал. По крайней мере, я не видела. И корма вроде как было, так и осталось, да, поэтому, не знаю, я уже думаю, что, наверное, это ерундовая затея была. Подождем, посмотрим. Погодка. 6 градусов было сегодня тепла. Солнышко. Все, ладно, будем ждать. Значит, рассказываю. Сегодня, вот недавно, прилетела птичка, я сидела, работала. Видимо, я сделала такую страшную кормушку, что она испугалась и улетела. Подождем, может, вернется. Но суть в том, что птичка прилетала, садилась вот рядышком, где-то вот тут вот, и, наверное, увидела вот эту мисочку и летела. Подождем, посмотрим, может, еще прилетит. Такая кормушка. Сделала кормушку, Света, что ж птицы боятся. Ой, ладно, ждем. Так, у нас тут вроде была птичка. Вот она сидит. Но она почему-то не ест. Боится, наверное. Улетела. Эй, птичка. Или, может, поклевала она все-таки чуть-чуть? Или ветер, или она поклевала? Прилетала птичка.
Ура! Класс. Это день следующий, кстати, не сказала. Ну, подпишу какой. Так, ребята, всем привет-приветик. Это тот день, когда прилетала к нам птичка. Вот, у нас сегодня пошел дождь, оттуда я все убрала. Кстати, скотчем прилепила обычным так, что еле оторвала эту баночку, и она у меня вообще разорвалась, порвалась. Вот, поэтому я нашла, когда-то заказывала в Faberlic наборчик принадлежностей для ванны. Нашла вот такую вот коробочку, и хочу из нее сделать картонную такую кормушку, но потом я повырезаю, я уже тут начала вырезать 3 окошечка, вырежу. Вот, с 3 сторон, 1, 2, 3, и с одной стороны оставлю стенку, чтобы не так сквозило. И вот поставлю прям вот так вот, прикреплю тоже скотчем к подоконнику аккуратненько. И чтобы она не разбухала, вот это все, я всю ее, ну, своего рода сверху проклею, так сказать, заламинирую вот таким скотчем. Прям вот, чтобы оно вот такое вот было, да. И посмотрим, что получится. Ну, понятно, что не супер прям так, ну, по крайней мере, попробую. Посмотрим, что получится. Так, буду продолжать делать вам это. Это вот называется, я сидела, отрабатывала структуру, вот, то, что у нас распродажи, и мне тут стрельнуло в голову, и я начала делать кормушку. Ну, ладно, сейчас я успокоюсь и продолжу отработку. Так, первое окошечко я уже сделала, вот примерно так это будет выглядеть, и здесь я постараюсь все проклеить. Вот тут вот внутри, соответственно, тоже проклею. Ну, прям вот попробую заламинировать. И вот здесь тоже. Так, вот тут вот делать не буду. Сделаю с этой стороны и с той стороны еще. Ну, и сверху, соответственно, тоже эту всю крышу, все это проклею. Ну, вот такая вот самодельная уже. Как получится. Вот что у меня получилось. Вот эту я штуку хочу сюда вот кверху. Вверх. Сюда вот так вот скотчем приклею. Как-нибудь так. Или, может, наоборот. А вот это вот здесь хочу. Наверное, наоборот. То вниз, а эту вверх. Ой. Так. Вот такая вот получается кормушечка. Здесь выровняю. Вот. И с этой стороны оставлю стенку. И получается вот так вот я ее туда на подоконник к стенке. Да. Вот там получается стенка, и вот туда я на подоконник вот так к стенке и приставлю, наверное, чтобы не особо сквозило, не выдувало вот эти зернышки, вот это вот все. Мне кажется, так будет хорошо. Вот, и здесь еще все проклею скотчем. Ну, вот такая вот простенькая, ну, какая есть. Чтобы я знала, что они действительно будут прилетать, я бы уже купила нормальную кормушку. Но они тоже, я так скажу, не сильно дешевые. Такая более или менее нормальная кормушка. И то она из этого, типа из фанерки, самособирающаяся, да, то есть самим типа из кусочков собирать из фанеры, по-моему, 27 рублей, небольшого размера. Ну, как-то не шибко дешево, скажем так, да, тем более из фанеры, которая тоже, мне кажется, она просто разбухнет, наверное, нет, не знаю. Вот, поэтому вот такую вот сделаю. Так, сейчас продолжу отрабатывать структуру, все равно сейчас на улице еще влажно. Вот, и потом проклею и покажу, как она у меня получилась, какая будет заламинированная. Тестируем телефон в ночное время. Ночью мы, наверное, никогда не снимали. Короче, в чем суть? Я почитала по поводу кормушки, что они едят, птички, эти семечки. И решила сегодня уже доделать эту кормушку, насыпать семечек. Не терпится, потому что мне, чтобы завтра с утра посмотреть уже. Ну и вообще, пусть уже будут. Хочется мне уже. Расскажу, потом покажу. Короче, пошли мы в магазин, все взяли на кассе, все товары. Стоим рассчитываться, карточка не срабатывает. У меня Альфа-банковская. Думаю, может, что с картой не так. Потом взяла другую карточку, еще Беларусьбанк. У меня есть то же самое. Вот, так что пришлось возвращаться домой. А уже магазин закрывается. Нам уже поверили, дали, это мы уже денежку обратно несем. Короче, вообще-то, слава богу, что где не в большом магазине хоть, а здесь в маленьком. Все ради птичек. Смотрелась я видео в интернете, очень много о том, чем кормить синичек. Один из вариантов — это
семечки. Но самое главное, чтобы они были не соленые. Вот. И как приманить птичек при помощи бутылки. Вот, нашла, короче, я бутылку, мыла ее, как смогла, вымыла, вытерла. Туда мы насыпем семечек, привяжем и за окно короче, вывесим вот за окно и посмотрим, что с этого получится. Что у нас получилось? Изолентой я обклеила края, чтобы птички не поранились. Насыпала туда немного семечек. Сверху привязала веревочку. И сейчас так за окно туда постараемся вывесить. И посмотрим, что будет. Сейчас темно. Ничего уже не видно. Короче, вот эта банка, если видно по очертанию. На улице еще ветер такой взялся. Не знаю, натянула и привязала еще резинку, чтобы ветром случайно не выскользнула она. Потому что реально ниточка, ну, тесемочка аж ерзает туда-сюда. Вот. Ну, завтра сниму, покажу, что вообще получилось. Вообще не улетит ли она там за ночь. Надеюсь, не будет тоже барынчать. Потому что думала прикрепить за ручку вот здесь, но вообще никак не получилось. И я не знаю по-другому, как ее прикрепить. Ну, посмотрим. Да. Не попробуешь, не узнаешь, как говорится, да, и на своих ошибках надо тоже учиться, если нет чужих пока что. Вот, а вторая кормушка будет готова попозже. Их надо таким образом, вот именно этими бутылками, как бы типа приманить, потому что они привыкли к этим бутылкам. Ну, короче, завтра я уже покажу, утром сниму, потому что все равно ничего не видно. Короче, вот очертания этой бутылки, надеюсь, заметно, вот она, там. Ребята, доброе утро. Сейчас раннее утро, моя Ярослав еще спит. А я проснулась и пошла проверить бутылку. Вот так вот она стоит. На улице еще какой-то туман. Вот. Так что пойду завтракать, готовить завтрак. Потом будить Ярослава. Ребят, короче, 2 раза уже пролетала птичка-синичка. 1 раз просто мимо. Вот. И 2 раз вот буквально только что я сидела, работала за ноутбуком, смотрю, летает перед окном. И я тихонечко подошла, Ярославу говорю: Ярослав, мы тихонечко подошли, но она вроде даже села в баночку, но не успели заметить, взяла она семечку или нет. Наверное, мы ее напугали, и она улетела. Но я думаю, раз уже прилетала, то прилетит еще. Вот, не успела я заснять, блин, надо будет как-нибудь этого. Но я думаю, зимой будет больше. Хотя говорили, что уже с понедельника, это будет 14 ноября, вроде как вообще уже снег и холод обещали. Вот, так что ждем, как-нибудь я подкараулю.